Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 30 мая. Поговорим о том, что можно делать в этот день по народным приметам, что ни в коем случае нельзя делать, а также уделим внимание народному празднику на этот день и внимание лунному календарю. Итак, 30 мая верующие и церковь чествуют апостола Андроника и святой Юнии, а также мучеников Салахона, Памфамира и Памфалона, воинов святителя Стефана, патриарха Константинопольского, преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской. Знаете, Андроник это был апостол из числа 70, епископ Пантонии. Андроник и его помощница Юния и Игуния были родственниками апостола Павла и сподвижниками в его апостольских трудах. О нем известно, что он обратил в христианство множество язычников, разрушал языческие храмы, строил церкви, творил чудеса. После многих трудов и скорби от язычников апостол Андроник и его спутница погибли естественно мирной смертью. Ранее в народе назывался этот день Евдокия Свистунья, Андрон с дождем или Андрона. Согласно народным верованиям, Андроник – это был сторож небесных ворот, и именно ему пытались молиться о дожде. Его просили открыть ворота и выпустить осадки, чтобы влага пролилась на поля и посевы и лишила людей от засухи. В народе 30 мая прозвали именем святой Евдокии. В народе святую Евдокию прозвали Свистуньей, потому что часто в день ее почитания свистят ветра. Во времена Старой Руси московская княгиня совершила множество благочестивых поступков, стала образцом послушания и честности. С ее помощью было возведено немало храмов и соборов. Ее жизнь интересна и не имеет каких-то страшных сцен расправы, как это встречается в 65% случаев изучения жития людей, причисленных к святым. В этот день люди выходили заниматься работой по окучиванию картофеля, следили обязательно и за погодными условиями на протяжении суток. По полученным сведениям можно было составить прогноз на летний период. Достоверно неизвестно, почему 30 мая нарекли в честь московской княжны, но можно предположить, что за благочестивую жизнь, строительство, честность люди решили увековечить Евдокию таким образом. Народные приметы и поверья совсем не связаны с праведными делами княгини, но все старались соблюдать запреты и разрешения, чтобы не обидеть святую. К 30 мая работы по посеву и посадке рассады были, как правило, закончены, но работы из-за этого не становилось меньше. На поля с посевами злаковых старались не ходить, так как в день Евдокии можно было встретить чрезмерное количество змей. Это же правило касалось и похода в лес, на речку или к озерам. Также в этот день наши предки активно занимались окучиванием посадок. Особенно важно было провести осмотр картофеля. Существовала народная примета, что если 30 мая окучить картошку, то и будет хороший урожай второго хлеба. Кроме того, деревенские жители говорили, что вершки жук не поест, а корешки проволочник не испортит. Работами занимались исключительно представительницы женского пола и дети. Еще одной интересной приметой этого дня стало следующее наблюдение. Какая Евдокия, такое и лето. Правда, 30 мая погодные условия могли меняться ежечасно. Это свидетельствовало о том, что лето будет хорошим. Смена дождя и жары своевременной.
Хуже обстояли дела, если на небе не было и тучки. В этом случае старосты собирались на открытом месте, чтобы вызвать дождь. К сожалению, такой обряд сохранился в глубинке, где его редко применяют. А вот ветер 30 мая указывал на холодное и дождливое лето. Наши предки знали, что можно делать в этот день, а что нельзя делать на Евдокию-свистунью. Также обращаем ваше внимание, что нежелательно ходить в лес в этот день, для того, чтобы не наступить на гадюк, которые в этот день расползаются по дорогам, полям и лесам. К этому времени появляется большое количество змей, поэтому, отправляясь в поле или в лес, старались соблюдать осторожность. Если день был засушливый, то крестьяне заклинали Андрона, небесного сторожа, открыть небесные врата и пролить дождь на зерно, которое недавно посеяли. Ну а чтобы вызвать дождь, становились спиной к ветру и читали специальные слова. Но самоотверженные все-таки были, и причина была желание приобрести удачу и благополучие. А здесь был секрет в следующем, что люди отправлялись в лес в поисках белого гриба. Если его правильно приготовить и съесть со словами благодарности, можно было стать самым удачливым в деревне. К табу 30 мая относились и посиделки даже в вечернее время. В гости тоже не стоило ходить до тех пор, пока не услышишь первый гром. Запрещалось срезать и кувшинки. Все славяне искренне верили, что, срезав водное растение, убиваешь одну русалку. В отместку за это другие русалки забирали несколько человек. Поэтому они предпочтение отдавали детям и красивым юношам. Также, друзья, в этот день, 30 мая, не употребляйте в пищу каши и макароны. Если верить заветам наших предков, на столе должны были быть только блюда из картофеля. И чем больше вы их съедите в этот день, тем лучше урожай картофеля будет осенью. Кстати, многие предусмотрительные хозяйки специально откладывали лучший картофель с прошлого года, чтобы полакомиться им именно на Евдокию 30 мая. К этой дате запасы продукции в домах подходили к концу, и крестьяне доедали чуть ли не последнюю картошку, что было очень символично. Дальше наступало лето и новый плодородный цикл, до начала которого нужно было избавиться от даров прошлого лета. 30 мая не стоит употреблять и алкогольные напитки. Люди могут стать на Евдокию-свистунью пленниками нечистой силы. И просто так злые духи не отпустят своих жертв. Взамен на свободу они забирают здоровье, душевные силы и семейную гармонию. Те, кто сажает в этот день какие-либо растения, не должны устраивать бурные застолья и гуляния. Если ослушаться этого запрета, хорошего урожая можно не ждать. Кроме молитв, считалось, что помогают в этот день можно было призвать дожди с помощью специальных слов. Помогал привлечь дождь на землю и специальный обряд, который проводился именно 30 мая. С этой целью молодой человек в возрасте 33 лет отправлялся в поле, где совершал поклоны на 4 стороны света. По окончании ритуала следовало воткнуть в землю специально приготовленную для этого веточку осины. Считалось, что это поможет привлечь дожди на землю и на посевы. Вечером предпоследнего весеннего дня наши предки старались продолжать работать по дому и хозяйству. Дни становились длинными, поэтому вечерами лучину уже не зажигали. На вечерние гуляния до наступления летних дней не выходили, суеверно опасаясь русалок. На озерах появлялись цветы, в которые, по народному поверью, обращались эти водяные феи. Считали наши предки, что ночью они ходят по берегу, а днем плавают на поверхности пруда в виде кувшинок. Эти цветы, начиная с 30
майского дня разрешалось срывать руками, но запрещено было срезать ножом. Вот такие, друзья, у нас с вами народные приметы на 30 мая. Ну а далее нас ждет с вами лунный календарь на 30 мая. Друзья, по лунному календарю нас сегодня ожидает 29, 30 и 1 лунные дни. Друзья, у нас с вами новолуние в знаке зодиака Близнецы. Достаточно очень хорошее новолуние для многих людей, потому что многих людей ждут перемены, ждет новая информация. Но здесь очень важно, как вы к этому будете относиться. Кроме того, обращаем ваше внимание, в это время наступают дни Гекаты. Что это значит? Это значит, что наступают черные безлунные ночи, и луна не просматривается на небосводе. Также обращаю ваше внимание, что в этот момент, в новолуние, многие из нас будет нам не хватать энергии, люди будут хотеть с кем-то ругаться, спорить, чтобы хоть как-то подпитаться. Поэтому сегодня многим людям будет сложно управлять собственными эмоциями, переживаниями. Так что в этот день могут быть ссоры, конфликты, скандалы и даже истерики. Из-за такой нестабильности люди не смогут оценить ситуацию правильно. И в результате, знаете, как будут блуждать в мире обманов и собственных иллюзий. Кроме того, во второй половине дня энергетика проявлять себя еще не будет в полную силу, и многим людям будет тяжело справиться с черными мыслями и всплеском эмоций. Поэтому, если вы сумеете не терять бдительности, то и во второй половине дня сможете удержать вот это равновесие между своими положительными и отрицательными качествами. В то же время постоянно будьте начеку, контролируйте каждую свою эмоцию, каждое свое слово и уж тем более поступки. Внимательно относитесь ко всему, что происходит вокруг вас. Не давайте провоцировать себя и увлекать какие-то сомнительные мероприятия. Оставайтесь предельно спокойными в любой ситуации, потому что только это сможет спасти вас от опрометчивых решений. В любом случае, этот день потребует душевного какого-то, знаете, напряжения. Но уже ближе к вечеру вы почувствуете совершенно себя разбитым и уставшим. Поэтому постарайтесь позаботиться о надежной защите от сложных энергий этого дня. Хорошо, чтобы во всем доме ярко горел свет и не было ни одного темного угла. Кроме электричества, зажгите побольше свечей, лучше, конечно же, церковных. Рекомендуется жечь лампады, окуривать помещения багульником. В любом случае, с темноты и темных помещений надо стремиться избегать. Также рекомендуется ограничить себя и в еде. Гоните от себя какие-то назойливые и пустых людей, которые, знаете, вот так и делают, что лезут вам в душу. Что же касательно стрижки волос, то лунный день благоприятен для обновления прически. Сделайте сегодня стрижку, которая давно вам нравится, и вы точно останетесь довольны. Остригая волосы сегодня, вы сохраните больше энергии, а впоследствии сохраненная энергия пойдет на оздоровление волос и кожи головы. Со стриженными волосами также уйдет и все плохое. Также, что же касательно окраски волос, то окраску лучше не делать, иначе в следующем лунном месяце появятся финансовые проблемы. С прической вы можете сейчас экспериментировать, и это поможет привлечь энергию природы уже в следующем лунном месяце. В этот день даже мысленно нельзя реализовывать какие-либо планы, не нужно начинать ничего новое. Лучше займитесь своими какими-то повседневными делами, которые связаны с домом и хозяйством. Ни в коем случае не верьте никаким сегодня обещаниям, слухам или прогнозам на будущее, потому что кругом бродит туман обмана. Нужно соблюдать осторожность буквально в каждом действии, от работы на кухне до перехода улицы. Вот, друзья, такой у нас с вами день. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а мы с вами услышимся, друзья, уже в следующем видео.